Первая попытка у человека показала то, что у него хороший настрой, боевой. Правильно эксплуатировать эту мощность. Такого, что вы увидите сейчас, не делал еще никто. В последних видео, да не только в последних, в большинстве комментариев про меня пишут в основном две вещи. Первое, то, что Прада не едет. 3 вещи. Вторая, что я не умею ездить. И третья, что я мажор. Посмотрите, какой я мажор после этого. Сегодня у нас нормальные автомобили приехали, наконец-то, не всякие там древние ваги и прочее. Вова сейчас расскажет, что у нас сегодня организовано и что будет происходить. Всем привет! Хотим на машинах премиум-класса попробовать проучить Праду. Или наоборот показать, что не такой уж плохой Денис. Но то, что он не мажор, наверное, сегодня это точно. А вы сегодня еще так скромненько, да, приехали? Очень скромно. Некоторые люди просто после выходных не доехали. Просто не хотим раздражать просто наших зрителей. Точно. Так, ну что, на какой регламент у нас дня? Регламент. Вот мы нашли тут какие-то горки очень высокие, на мой личный взгляд, но я боюсь, как обычно. Вот. А сейчас будем по очереди пробовать туда заезжать. Посмотрим. Где? А вы попробуй сначала потихонечку, посмотрим, как оно там работает. Снимает твой корешок. Да? Слева? Да. Здесь же. Хороший Давай. человек, приятный, вежливый, воспитанный, интеллигентный, как я. Поэтому мы сразу и подружились. А Игорь такой со спины. А Игорь, он не такой. На машине все блокировки, насколько владелец сказал, поэтому никакого труда не составило. Q7 дизельная, пневмо в максимально высоком положении. Попробует потихоньку заехать. Потихоньку. Нет, решил сразу спорить. Уверенно, медленно, уверенно заехал. Вот здесь. Дальше отъезжай. Игорь, дальше отъезжай. Это настоящий Г63? Нет, это не такой, как у тебя был МГ, это настоящая МГ. Первая попытка у человека показала то, что у него хороший настрой, боевой. Правильно эксплуатировать эту мощность. Газ в пол, потом объясним, что произошло. Газ в пол. Как вам новая дисциплина? Драг в горку. Давайте устраивать драки. Давай, кто против меня готов еще? Вас видел, кто приехал? Кто? А давайте с вами гоночку устроим. Давайте, подождите меня. Вот мужчинам все не так. Поменяйте полосу, давайте как-нибудь по-другому. Он себе получше подобрал. Снимай Игоря. Игоря снимай. А Рейндж победил, что ли? Да, Рейндж объехал вниз вообще легко. Денис там сейчас, наверное, потухнет, сдуется, опять обидится, скажет, я хочу домой. Мне кажется, лет через 10 примерно и так будет выглядеть оффроуд, когда догниют ваши 80-ки, патрули, и останутся только нормальные машины. Будем гонять на Каенах, Ренжах, на геликах. Менеджер Антон, а вы возьмете меня креативным продюсером на канал? Я только что придумал новую дисциплину — драг в горку. Денис, ну Range Rover тебя в момент поднятия на гору-то обогнал. Рейндж, да, кстати, я сделал. Обогнал. Заезд машины будет сейчас с нормальным мотором немецкой машины. Ну а у Дениса мешок картошки под капотом. Даже собака воет.
Вот. Антон, сделай фотку. Так, я считаю, ты снимаешь? Че? Фотку сделай. Какую фотку? Встретились В Инстаграм. У меня нет телефона, я снимаю видео. самый харизматичный Что, автомобиль в мире. Денис харизматичный? Нет, Автомобиль. Гелик. Автомобиль самый харизматичный и самый унылый. Но Мотор. реально у тебя сейчас самая дрещевая машина, так сказать. И которая едет лучше В мире, в мире. Да. Мы когда сюда ехали, нас даже Логаны обгоняли. Интересно. Ты видел, Таня выиграла? Таня? По-моему, самый дорогой драг, на котором я участвовал, вообще видел. По-моему, даже на просторах интернета такого еще не видел. Самый Что... дорогой оффроуд. Да. Машина очень интересная, как если это Интересно, я бы не стал ее покупать. Ну я бы тоже ее не покупала из-за расхода и из-за там 8 за стройку, 7 застряла. Расход большой, дорого это, конечно, в обслуживании, ремонт. А так машина в плане вот ходов, в плане как она себя ведет на горках, на спуск. За миллион может быть поинтереснее. Может, X5 или 70 X5, нет, BMW вообще не моя тема. Причем ты едешь в нем на пассажирском сиденье, тебя укачивает. Ты садишься за руль, и это такая классная управляемая машина, которая тебя слушается. Очень приятно. Нет, на самом деле, как-то после Audi я прям чуть-чуть даже подудивилась. Честно. Стоят красивые, сними. Умеешь давать старт? Но я видел, как Барсуков дает. Борьба мастодонтов. 500 сил против... Гелик, да? Да. Сильно? Ну так. Да не рано поехали, я не успел нормально снять, блин. Слушай, ты сколько говорил, Туарек, может тебе гелик купить, или реально харизматичный хоть станешь? Думаешь? И старт Сколько он стоит? был такой. Они, по-моему, поехали просто с газа, ни с каких ланчей. Ну, унылый старт. Скользко. Сколько? Ну, гелик Да. уехал хорошо. У тебя что, прямо, что там делать? Я? Авито прямо на пути от коптера. Нет, тут у меня... Мажор с двумя айфонами. Так получилось. Кстати, насчет гелика. Сейчас посмотрим, сколько стоит моя мечта, чтобы стать привлекательным наконец-то. Открываем Авито Авто. 4415 год. Это я АМГ смотрю. Это Меж-63? Вот, 5,5. Мне кажется, ты вообще на красавчик на него смотрелся. Да. Ну это на самом деле, это моя реально машина мечты, очень хочу. Сейчас я открываю Авито Авто, чтобы посмотреть, сколько стоит моя мечта и единственный шанс стать
хоть как-то привлекательным. И смотрю, что очень большой выбор автомобилей свежих. То есть с пробегом там до 40 до 50 тысяч. По цене, ну, цена, конечно, кусается, ребятки. Братика продать Васильевич. Миллион добавлю и да. Именно на Авито На Авито Авто, да, вот 4400 15 года, пожалуйста. 4400 это дешево. Не было. Ну, да. 15, вот свежий совсем, с пробегом 15 тысяч километров, 7900. Я вам оставлю ссылку на подборку Геленвагенов, кому интересно, обязательно посмотрите на Авито Авто. Блин, Еще один немаловажный такой заезд, интересный. Дизельная Audi, 3 литра дизель, 249 сил, свеженькая. И достаточно такой уже подержанный у нас Range Rover, чемодан здоровый. Бензиновый 5-литровый мотор, 375 сил. мне кажется, вот первый. Audi поедет до сюда. Вот тебе и дизельный ВАГ. Уехал от этого чемодана большого. Конечно, неудивительно. Но Audi поехала с 2 педалей, Range Rover просто с газом. Как по катушке против гелика. Кстати, я так понял, Range Rover у нас всех победил. Старенький, но победил. Как, кстати, машина? Почему он старенький? Кто сказал, что он старенький? На вид старенький. На вид. Ну отгадайте, какого он года выпуска и сколько он стоит. Старенький. Я понимаю, это новая машина. Моя новая машина. Ой, Оставь. елик запер куда-то. На первый взгляд достаточно слабый подъем. Не дается даже такому автомобилю, как Геленваген, на всех блокировках с турбомотором. Но он сейчас заедет. Хорошо, что не дизельный Геленваген приехал. Хорошо, что не дизельный Тигуан. А туда. Антон, это нельзя же материться, да? Это просто пушной зверек. Запикивание. Белый пушной зверек есть такой, называется писец. Вот когда он вот здесь начал буксовать, его начало сносить на бок. Снаружи я не знаю, как это выглядело, но внутри в машине
Ну, мне очень стыдно перед владельцем, но я там немножко ему испортил. Очень страшно. И водитель, я хочу сказать, вот его надо в нашу банду, у него вообще... А он хочет? Не знаю. У него нет ни страха, ни упрека, упрека, ничего вообще. Жалости. Да. Бешеный. Давайте следующего. Ну, я сегодня показал, что машина А шикарная. вы знаете, кто такой Денис? Мы нет, Не смотрели навряд ли. видео, нет? Не. Подожди, я какой-то смотрел. Кто бы мог подумать, вроде бы ВАК, а едет, да? Давно мы не видели едущих ВАКов. Он обычно сломанный стоит. Да, они обычно на сервисе. Я вообще ожидал, что он где-то в середине горки, вот там вот у него отрыгнется либо коробка, либо двигатель, Либо раздатка. либо раздатка, опять его на сервис тащить, вот это на галстуке. Его можно машину снимать. Ну, он сейчас и наверх А поднимет. с таким бешеным разгоном без Давай наверх. Сейчас у нас поедет белый Range Rover, за рулем девушка. Это будет очень интересно, я думаю. Она ничего не боится, она похожа на водителя Геленваген, которого вы только что видели. Никто ее имя так и не угадал. Угадали. Кто? Я же знаю. Не заедет. С таким расходом. Есть! Вот так вот у нас девушки белгородские умеют водить. Чемодан едет, хоть и резинка так себе, но едет. Девушка с Прокладка чемоданом нормальная. едет. Девушка в чемодане или с чемоданом едет. Страшно было? Да, было Лёше, страшно. да. Я кричал: руль, 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 крути штурвал направо. Дениса прокатили на взрослой машине. Он под впечатлениями решил доказать, что он тоже мужик. Я, кстати, заметил, когда Денис проходил мимо Мерседеса, он покорно поклонился, вот так, непроизвольно. Где Каен и большой рейндж? Мне вниз неохота бежать, они едут. Нормальные такие удары в подвесочку. Дизельная Q7, трешка дизель. Дениска едет на своем дизельном Прадо на новой хаке 7. Заблокировал, наверное, задний дифференциал, все повключал. Ух, какой, а довольный сидит. Наверняка, когда подпрыгивал, ты испугался, там думает: ой-ой-ой-ой-ой-ой, не заеду. Но заехал, заехал. Беги, Форест, беги, беги, быстрее. Да, хочу напомнить, этот УАЗ был в прошлом году на покатушках. У него, по-моему, газелевские мосты стоят. В общем, сильно машина переделанная. Владелец, видно, энтузиаст. Сейчас звонил владелец Каена, говорит: Денис, ты снизу так подпрыгнул. Хруст, треск. Мы думали, у тебя мост отвалился. Они хотят проиграть. Они сейчас спрашивали траекторию выигрышную. Но я им сказал невыигрышную Представляю, траекторию. как у тебя сейчас сердце колотится от радости. Вроде ты уже почти победил, но еще никто не ездил после тебя. Дэн, помогаешь сопернику. Это не соперник, это хороший человек. Не заедет. Он не заедет. И это самый мощный автомобиль на сегодняшний день. Даже Дэн со своим этим мешком картошки под капотом заехал сюда. А эта машина, сколько в ней, Денис, сил? 500? 500. Ровно 500. И не может заехать. Это Каен Турбо. Подожди, подписчики напишут: а вы их на асфальте сравните, как едет Каен, как едет Брадик. Ну мы же приехали не на асфальт, мы же Да и мы ж приехали на город. колхозники. Мы ж колхозники, Колхозники, мажоры-колхозники. Это все постанова. На нем бы долбить, выпустить бы весь этот табун наружу. Видишь, плов. На Ниве не может ездить.
Да, я снимаю. Сигналь. Вот так вот. Видел, сколько счастья у человека? Даже Нива заезжает, а 500-сильный Каен не может. 100 сил нет в машине. 76, да, там? Или 82? Да это не суть важно. Пишите в Нет комментариях. 100 сил. Не, 80, наверное, с чем-то там. А вот 500-сильный Каен стратил. Не алло. Попробуй не отпускать газ. А я и не отпускал газ. Да там просто Просто липучка, резина стоит. он на месте тронуться На не месте смог. даже тронуться не могу. Что-то вак подвел. Нормальная резина. Европейская. Для 300 км в час. Правда, оказывается, не самый худший, да? И водитель не самый А худший. всегда все писали, Каен, приедет, вас бы всех порвал. Каен, Приехал Каен, гелик, да, Это же самый приедет, мощный, порвет. мощнее не бывает. Да, это турбо. За Вот кем он будущее приехал. оффроуда? Кому передавать все, да? Резина, ну да, могла бы быть чуть-чуть получше резина, но липучка, На спортшипе в смысле могла быть. не, ну хотя бы там скажу, там Хака 8, 9, 7, они там супер зацеп, там миллион шипов в колесе. Но здесь липучка, ну в хорошем состоянии. 500 сил, жми не хочу, куча всяких помощников, пневмо. Продаешь? Продаю, конечно. У нас же бэушная машина. Тебе понравилось? Мне понравилось. Ну, А как ты думаешь, какая цена у этой машины? я уже тебя задала вопрос, какая цена? Он говорит, старая. Нет. Ну как старый? 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. В принципе, для и покатушек, и для каждый день пойдет. Вообще классно. Такая, кажется, вроде большая, вроде корабль, думаешь, такая прям яхта. Тащит так хорошо по снегу, прям рыхлит. Еще миллион такие машины стоят. Да, такую машину можно купить за 1 000 000 рублей. Когда ты занимаешься выкупом машины, Да, конечно, мы выкупаем машины давай мы премиум сейчас класса. на камеру выкупим это. Сейчас? Да, что ты растерялся? А все машины принимать, что вам сдать можно? Вот у меня Volvo есть. Ну, все, что выше А, 500 Audi тысяч есть. рублей. Сколько? Выше 500 тысяч А рублей. если 400, то за 500 можно снять. Нет, мы же будем Сайт есть считать. у вас? Конечно. А он будет в ссылке к описанию к видео. Да, будет. Ну, надеюсь, Единственные Антон. ребята, которые хоть какой-то вариант по машине мне предложили, хоть на чем-то сегодня прокатился. А то ваши подписчики, я не знаю, что-то советуют, что-то Я непонятно. бы крепко Но, подумал. в принципе, тебе понравилась эта машина, но если Блин, не как расход она и идет, транспортный налог. понравилось. Да, осталось найти тот, кто будет платить транспортный налог. Не знаю, налог на роскошь, может быть, есть, нет? Нет, уже нет. Слава богу. вот. Роскошь здесь И закончилась. расход, чтобы меня заправляли каждый был замечательно. Да, вроде не бьет. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать по итогу нашего сегодняшнего выезда. Машина одна, черная, красивая, мощная, с очень крутым звуком, показала вкупе вместе со своим водителем, бесстрашным и
Ну, действительно, я сегодня получил искреннее удовольствие, смотря как он едет, что он не боится, он жмет на газ, он не отсиживается нигде, как бы, а на всех горках показывает, что машина действительно едет. И я вас хочу порадовать, владелец этого Гелендвагена обязательно пообещал приехать в Белгород и вместе с нами уже на нормальных горках, в наших любимых карьерах, показать, как эта машина может ехать. Видимо, видел все наши видосы и понял, что да, надо приезжать и показывать. Как Да, с удовольствием к вам приеду, спасибо, очень понравилось. Идем дальше. Гелендваген классная машина, тут можно очень долго говорить. Сегодня у нас Audi Q7 3-литровый турбодизель показал себя тоже с самой наилучшей стороны в связке с водителем. Водитель ничего не боялся, везде ехал, заезжал. Ну, ВАК есть ВАК. будешь ему привет передавать? Передаю ему большой привет. Дальше Range Rover Vogue 5-литровый, 375 лошадей. В связке с нашей очаровательной королевой оффроуда сегодня показал себя тоже, ну, просто потрясающе, да? Никто не знает, как ее зовут, поэтому я буду называть ее просто королева оффроуда. Ну, а Володя что у нас? Володя сегодня на Каене показал, что там действительно 500 лошадей, которые не очень любят снег, к сожалению. Это же трековая, трассовая машина, поэтому Ну там же есть все имитации. есть имитации, но, как вы сами видите, что машина все-таки для гонок, для быстрой езды от точки А до точки Б. Значит, нам надо показать это, продемонстрировать. Покажем. Гелик, получается, на всех блокировках везде заехал, на дрэге Каена объехал. Гелик сила. Гелик действительно, он и на дрэге объехал, и на горках везде заехал. Ну, гелик есть гелик, про него можно говорить часами. Ну и маленький, может быть, надо какой-то итог по поводу Toyota Prado. Toyota Prado сегодня, как всегда, был безупречен, великолепен, неподражаемый, не побоюсь этого слова. Ну, это, конечно, все юмор, но, тем не менее, сегодня без блокировок. Единственное, что я поставил новую резину позавчера, зимнюю, 7-ю Хакапелиту. Без всяких каких-то усилий, в натяжечку, везде заезжал без проблем. Я доволен машиной. Ну и собой. Чего уж тут греха таить. Не я. Это не я. Не я, кстати, честно. Наверное, Ира, да? Таня. Аня, даже Таня. Аня, Таня. До свидания, спасибо. Это вам огромное Вы спасибо. сделали видос этот. Все. Огромное спасибо. Ну мы же когда в январе, да, на каникулы. А я не знаю, как мне домой ехать. Денис Прадо не пускает, говорит, что меня Каен катал. Да ладно. Все, я тебя снял. Cena dessa acontece, é passado o que fizeste. Nesta vida tu cometeste, disse eu soubeste. Daí tu aprende, tomas cuidado para sempre. Fica marcado no consciente, fica marcado no consciente. Nesta vida tem de ser mais vivo. Tem de bombar, um dia vais ser o teu cubículo. Vais ter o pão para alimentar o teu espírito. Para ganhar a vida tens de ter mais de espírito. Black profit was stock profit from the stock market. Cops found in dark closets, black logic. My girl's dark chocolate, they roll the chalk and spark it. Pass it to daddy, puff puff, I'm in the cockpit. She the middleman. Tricks with large wallets, splurge on her with them.